Приветствую. Несколько слов об NFT. NFT — это сокращение от Non-Fungible Token, то есть уникальный, невзаимозаменяемый токен. Проще всего объяснить это на примере разницы между репродукцией Моны Лизы, известной картины, или оригиналом. У Моны Лизы есть много репродукций, которые продаются в разных форматах, легально, нелегально. Но ни одна из этих репродукций не может заменить сам оригинал. Не только с точки зрения художества, но и с точки зрения экономической, с точки зрения ценности. Так и NFT. Это технология, основанная на блокчейн, такой же, как криптовалюта, как биткоин и другие. Технология позволяет таким образом дать дигитальному объекту, например, файлу, графики или музыки или какому-то другому файлу, уникальный сертификат, который невозможно подделать, взломать. К нему есть открытый доступ практически с любого компьютера, то есть увидеть этот сертификат, если известен его код. Таким образом, можно придать ценность, экономическую ценность дигитальным объектам. Например, я создал новое произведение искусства и в дигитальном виде на компьютере, и желаю выложить его на продажу, я могу опубликовать его как NFT, и таким образом он превращается в уникальный объект, соответственно, имеющий свою уникальную стоимость. Есть дополнительная технология, с помощью которой можно привязать цену, выложить на продажу и так далее. Эта технология NFT получила самую большую популярность в области покупки и продажи искусства, потому что первый раз в истории искусства смогли придать настоящую полную ценность дигитальному искусству, которое до этого было достаточно сложно продавать по сравнению, например, с физическим искусством, как нарисованные картины красками или скульптуры, другие физические объекты. Таким образом, это позволило открыть рынок искусства большому количеству художников, которые занимались или дигитальным искусством, или смешанным с дигитальным, и позволить им реализовывать продажи своих произведений искусства. Кроме этого, технология NFT создала новые возможности, новую платформу для торговли искусством в целом, потому что поменяла расклад сил. Классическая торговля искусством производится через галереи, кураторов, музеи, то есть через определенные авторитеты в этой области, которые, собственно, и определяют цену. А NFT позволило прямые отношения между художниками и коллекционерами, покупателями без посредства третьих лиц. Это уже начало менять мир искусства в целом. Надо помнить, что эта технология достаточно новая. Она существует уже определенное время, но в активной форме действует всего несколько последних лет. И очень интенсивно, буквально последние 2 года. Одно из решающих событий за последние годы в истории NFT, которое открыло его более широкому кругу людей и придало намного большую ценность и сделало его более доступным. Это известная продажа картины художника по имени Beeple, Майкл Винкельман. Картина эта состоит из многих-многих квадратиков, everydays, то есть ежедневных произведений искусства, которые буквально каждый день Beeple делал в течение 15 лет. Он уже имел достаточно большую популярность своих любителей в интернете, но к тому моменту не было таких серьезных продаж его искусства. Его работу взяли на продажу в один из самых крупных аукционов, которые занимаются дорогим престижным искусством. И на аукционе эта работа была продана за $69 миллионов. Это попало во многие каналы новостей и помогло раскрыть всю область NFT более широкой аудитории. Интересно, что первые картины, произведения Бипла продавались совсем за небольшие цены, порядка десятков, сотен долларов. Постепенно с ростом популярности, спроса, раскрытия области NFT цены стали расти, и сегодня любое его произведение, во-первых, есть очень большой спрос, и достаточно сложно купить, когда оно выходит на продажу. Во-вторых, цена очень-очень быстро растет.
Есть похожие рассказы других диджитал-художников, которые начали свою карьеру в NFT, продаже за такие же небольшие символические суммы, которые были в начале процесса, примерно чуть больше 2 лет назад. В настоящий момент стали известными, видными художниками в этой области. И большинство работ художников этого круга продаются минимум за десятки, сотни тысяч долларов. И на них есть большой спрос. Как и в мире не диджитал-искусства, в NFT также имеет значение авторитет художника, известность, популярность, карьера, эволюция и так далее. В настоящее время технология NFT приобретает все больше и больше применения. Она становится доступна, известна более широкому кругу людей. С помощью нее продают не только диджитал-искусство, но и другие виды искусства в дигитальном формате, в виде фотографий, видеодокументации и так далее. И даже используют иногда просто как сертификат диджитал для физического объекта. И также с помощью нее продают билеты, диджитал-ассеты и недвижимость, например, как разные предметы и землю в виртуальных мирах, которые сами по себе вместе с NFT и вместе с развитием области криптовалют приобрели большую популярность. В общей сложности в области NFT на настоящий момент, если взять в целом, циркулирует очень большой капитал. Благодаря развитию технологии NFT стала бы намного более доступной практически любому человеку. Для этого достаточно зарегистрировать в интернете кошелек для криптовалюты. Это напоминает открытие себе почтового ящика, email. Занимает примерно 10 минут. С помощью криптокошелька происходит регистрация на маркетплейсы, то есть на сайты для торговли NFT. И зарегистрировавшись, уже можно либо оформить, выложить свои работы, произведения на продажу, либо покупать, коллекционировать. О том, как конкретно происходит регистрация кошелька, регистрация своего счета в Marketplace, я не буду рассказывать, потому что об этом есть очень много материалов практически на любом языке в YouTube, в Google. В общем, это напоминает использование eBay или Amazon. Процесс регистрации похож с некоторыми другими тонкостями. Стоит принять во внимание, принять в расчет, как в любой области, в которой есть много денег и много ажиотажа, как сейчас происходит с NFT. Там вместе с этим есть много мошенников. Самое простое мошенничество, например, взять произведения кого-то другого и продавать как свои. Как правило, художники следят за этим и стараются этого не допускать, и предпринимают для этого меры. Но если вы хотите купить NFT, стоит вначале почитать материал о том, как это сделать грамотно и не совершить ошибок. Скажем, если мы приходим на рынок и не разбираемся в товарах, мы можем пойти и купить что-то или за слишком высокую цену, или купить что-то некачественное. Можем и найти что-то очень качественное за небольшую цену. Для этого нужно просто разбираться. Одна из популярных покупок NFT — это люди, которые делают флип. Покупают по изначальной цене, и потом, как цена повышается с уровнем спроса, они перепродают иногда во много раз дороже, может быть, в 10-20 раз дороже. И таким образом зарабатывают. Для этого нужно очень хорошо разбираться. Если вам интересно использовать NFT с точки зрения художника, то есть предложить свои произведения на продажу, есть много разных способов это сделать. Во-первых, произведение может быть абсолютно любое. Если это физическая работа, как правило, она фотографируется или снимается на видео. Большая часть на данный момент — это произведения диджитал-художников, но есть достаточно и не диджитал. Рисунки, скульптуры, иллюстрации, анимация и так далее. NFT продаются на сайтах, которые называются marketplaces. Они больше всего напоминают, скажем, eBay или Amazon. Своего рода интернет-магазин, если так грубо сказать. Эти сайты позволяют опубликовать, выложить свое произведение на продажу в виде NFT. Этот процесс называется минтинг. Когда работа помещена на такой сайт, то любой человек, имеющий криптокошелек,
можете ее приобрести. Есть порядка 10 самых известных таких маркетплейсов. И кроме этого, есть много менее известных. Начинающим проще всего начать на маркетплейсе, который называется OpenSea, и на маркетплейсе, который называется Hiketnung. Кроме этого, есть маркетплейсы, которые считаются больше бутик, и они кураторские. То есть, чтобы поступить туда, нужно либо приглашение художника, который там уже продает свои работы, либо приглашение кураторов с этого маркетплейса. Среди таких можно назвать Foundation, Maker's Place, Super, есть еще несколько. Если вы хотите попробовать себя как художник на одном из таких бутик-маркетплейсов, лучше всего хорошо вначале ознакомиться со стилями, которые популярны там. На каждом таком сайте, как правило, приветствуется, делается ударение на какие-то несколько определенных стилей. И проще всего будет продать свои работы именно в одном из таких стилей. На сайтах для начинающих, которые упомянул до этого, OpenSea, Hiketnung, как правило, нет одного определенного стиля, и там просто набор всего всевозможного. В этой области проще всего известным художникам, у которых есть уже определенный авторитет, заслуги, известность. Тогда, как правило, они очень быстро приходят к приобретению ценности своих работ в NFT, потому что просто люди их знают. Они уже ценят их. Для менее известных художников есть определенный, достаточно небольшой процент удачи, когда стиль или работы нравятся кураторам маркетплейса, и они ставят на видные первые места. Тогда обычно продажа происходит быстро и легко. А в другом случае, это большинство случаев, нужно вложить достаточно много усилий в маркетинг, то есть в продвижение, в коммуникацию, в рассказывать о своих работах, делиться ими, делиться своей историей художника. И большинство такого общения, комьюнити NFT, коллекционеров, художников происходит в сети Twitter. Если вам интересна область NFT, то очень стоит зарегистрироваться, использовать Twitter, возможно, Discord. Как художник также стоит пользоваться Instagram. Из моего опыта большинство художников используют сочетание Instagram и Twitter. В Инстаграме своего рода такой динамический каталог работ, а в Твиттере все новости, общение, взаимодействие в комьюнити NFT. В будущем этот процесс продвижения, коммуникации, маркетинга, я предполагаю, будет происходить более широко и больше разными способами. По продвижению себя, рекламе, по ведению Твиттера есть тоже достаточно много материалов в сети. Это самая начальная вводная информация про область NFT. Кроме этого, можно добавить еще очень много. Например, есть разные сети под технологии, на которых работает NFT. Есть Ethereum, Tezos, Solana и другие. Есть разные виды криптокошельков. Для начинающих я бы мог посоветовать криптокошелек, который называется MetaMask. И если кому-то интересно, пожалуйста, я могу ответить еще на дополнительные вопросы. И спасибо за внимание.